детстве было не так уж много запретов. Не гуляй у колодца, не ступай в ведьмин круг, после захода солнца двери не отворяй. И, конечно же, не ходи со двора в темный лес, там страшная баба-яга, она тебе изжарит и съест, даже косточек не останется. Всем книг, с вами Ремарка. Не знаю, как вас, но меня с детства завораживал этот жуткий персонаж из русских народных сказок. Помню, как я подолгу рассматривала изображение Бабы-Яги на иллюстрациях Билибина в детстве, и мне казалось, что этим способом я хоть как-то смогу проникнуть в тайны этого странного персонажа, потому что никто не давал мне ответов на мои вопросы, а их было много. Почему старушка живет в лесу одна? И откуда у нее такой странный, диковинный дом на курьих ножках? Почему она ест детей, но при этом очень многим главным героям сказок она помогает? Как это и что это значит, когда о ней говорят, что у нее нос в потолок врос? Взрослые не могли мне дать ответы на эти вопросы. Но, как видите, с тех пор я и сама немного повзрослела. Но странная обитательница дремучего леса все не шла у меня из головы. И я гуглила, читала, смотрела различные ролики на Ютубе, но в основном там просто перечислялись все эти странные атрибуты персонажа, однако ответов, объяснений, почему все именно так, а не иначе, не давалось. Но, к счастью, в один прекрасный вечер в руки мне попался проб. Разумеется, не сам Владимир Яковлевич, а его работы. Это исторические корни волшебной сказки и морфология волшебной сказки. Вот эта чудесная книга. И здесь писатель наконец-таки дает желанные ответы и трактовки. А кроме того, помимо собственных изысканий, Владимир Яковлевич оставляет в своей работе очень много ссылок на труды других исследователей фольклора. И вот, наконец-таки, сегодня, благодаря всем этим чудесным книгам, мы с вами можем, набравшись смелости, конечно, вступить в темный дремучий лес и получить, наконец-то, желанные ответы. Жилище Бабы-Яги – место особенное, и дело здесь не только в курьих ножках. Сюда не так уж просто попасть, и праздно шатающийся по лесу зевака вряд ли отыщут сюда дорогу. Найти путь к домику Бабы-Яги можно особыми способами. Главное условие, чтобы герою была необходима встреча с этой вещей старухой. Первый путь — это когда герой целенаправленно уходит в лес, зная, что от Яги ему нужно получить либо дельный совет, либо волшебный предмет или волшебного помощника, которые помогут ему в достижении его цели. Допустим, похитить жар-птицу или вернуть украденную Кощеем царевну. Второй способ, когда Яга сама похищает персонажа. Обычно это случается в случае нарушения героя родительского запрета. Он может выйти из дома во время отсутствия родителей, когда те уехали на ярмарку, либо же слишком далеко уйти гулять от дома, подойдя слишком близко к лесу. Так или иначе, у героя созревает необходимость встречи с Ягой для того, чтобы он смог пройти некое испытание. Иногда это испытание очевидно, как я уже говорила, допустим, похитить жар-птицу. Иногда не очевидно, нарушение родительского запрета, что, по сути дела, означает необходимость взросления и сепарации. Но даже когда персонаж отправляется искать Ягу осознанно, дорога к ее дому не вымощена желтым кирпичом. Это сакральное место всегда отделено от нашего мира страшным, темным, дремучим лесом. И не каждый в силах пройти его насквозь. Обычно из 3 братьев справляется лишь самый младший. Однажды в подобном лесу даже заблудился Данте, и Беатриче пришлось потревожить дух мертвого поэта Вергилия, чтобы тот стал проводником для ее возлюбленного. И если такое сравнение дремучего леса из наших сказок с сумрачным из божественной комедии вам кажется странным, то заверяю, это лишь пока. Но даже продравшись сквозь темный дремучий лес, герой не сразу будет допущен в дом Бабы-Яги. Перед тем, как войти, его ждет еще ряд испытаний со стороны растений либо животных. Обычно герой их проходит, используя советы, которые он получил перед тем, как отправиться в дорогу от старшего товарища. Тем самым персонаж как бы доказывает, что он не случайный гость, а обладает определенным магическим знанием и пришел сюда осознанно.
Таким примером является сказка «Баба-Яга», записанная Афанасьевым, которая идет в его сборнике под номером 103. Там девочку в лес отправляет мачеха, чтобы та раздобыла иголочку с ниточкой. Перед тем, как отправиться в лес, сиротка получает совет от своей родной тетушки. «Там тебе, племянушка, будет березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты подлей им под пяточки маслица. Там тебе собаки будут рвать, ты им хлеба брось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчины дай». Сама Яга тоже соблюдает конспирацию. Она никогда не передвигается пешком. Ее либо перевозят гуси-лебеди, подчиненные ее, либо же старуха забирается в ступу и погоняет ее пестом. Метлу, в отличие от ведьм из западных краев, Яга использует не для полетов, а с целью, чтобы скрыть следы, которые остаются от ступы. Она их заметает. Таким образом, к избушке может попасть только настоящий герой, который доказал свою смелость и силу намерений, пробираясь через дремучий лес, а также показал себя избранным, обладающим определенными знаниями, благодаря которым он и прошел испытания перед избушкой. И вот перед героем заветный дом. Он говорит волшебные слова, помните их из детства? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом». И входит в страшный дом. Едва только герой пытается войти в избушку, как Яга произносит очень необычную фразу. «Фу-фу, чую, русским духом пахнет». Сейчас, конечно, можно много шутить на тему того, что Иван-Царевич, наверное, изрядно испачкался, измазался по дороге, но вообще-то это очень странный момент, потому что получается, что наша хозяйка леса не видит героя, она не выходит заранее спросить, а что-то он тут ошивается и что ему надо. Она узнает о его приходе по запаху. Получается, что Яга слепая, но в дальнейшем в сказке больше ничего не указывает на этот недуг. Получается, что Яга слепнет ровно в момент их первой встречи с главным героем. И нам это кажется странно. Но то, что странно для нас, для наших далеких предков, было вещью вполне объяснимой. Все дело в том, что мертвые не видят живых, а живые не видят мертвых. Такое убеждение бытует во многих фольклорах и мифологиях. А Яга, по сути, собой представляет не просто сумасшедшую старуху, живущую где-то посреди темного леса, но стража мира мертвых. И именно Яга решает, сможет ли герой попасть в мир мертвых. То самое тридевятое царство, тридесятое государство. Но вы же не думали, что это просто какая-то заморская страна? Кто в своем уме так назовет государство? К тому же в любое другое место в нашем реальном мире Иван-Царевич или Иван-Дурак мог спокойно добраться обычным способом. Дойти пешком, доскакать на лошади, доплыть на корабле. Но в тридевятое царство герою нужно попасть именно через избушку Бабы-Яги, и никак иначе. Потому что она является своеобразным порталом в мир мертвых. И именно поэтому герой не может просто обойти ее по кругу. Ему нужно сказать магические слова и развернуть избушку входом, который до этого был обращен в загробный мир, к себе. А дальше уже Яга решает, достоин ли герой пройти, либо же его нужно развернуть. И поэтому Яга не видит Ивана-Царевича, потому что в момент их встречи она мертвец, ну или как минимум наполовину мертва, и находится в мире мертвых. Царевич жив и пришел из мира живых, и стоит на пороге этого мира. Поэтому они как бы незримы друг для друга. Ну и этот момент, конечно, не удивил бы и Данте Алигьери. Он у нас специалист по загробным путешествиям, который описал в своей божественной комедии. Данте хорошо изучил способы бестелесного существования души и знает, что мертвые не пахнут, не спят, не отдыхают. Если почитать божественную комедию, то периодически тени умерших душ подходили к Вергилию с удивлением, замечая, что на лице его спутника проступили капли пота, и как бы с ужасом догадываясь, что вообще-то Данте все еще жив, и удивляясь, как же тогда он может находиться в аду.
А еще говорят, баба-яга костяная нога. Одна конечность у яги обычная, живая, а другая мертвая, костяная, как у скелета. Это еще один признак ее пограничной жизни. Одной ногой стоит в мире мертвых, другой – в мире живых. И потому может общаться с царевичами, царевнами, сиротками и дураками, которые приходят к ней. Тех, кто пройдет ее таможенный контроль, она переправляет на ту сторону, в мир мертвых. Яга – это по сути Харон в русских народных сказках. В фольклорах других народов встречаются также похожие на ягу персонажи. Например, фрау Перхта, которая обитала в южно-немецких землях. У этой дамы вместо носа был птичий клюв, одна нога была у нее обычная, человеческая, а вторая похожая на гусиную лапу. И она, кстати, тоже любила похищать непослушных детей, либо людей, которые как-то не так себя вели. Подробнее об этом персонаже я рассказываю в ролике о Крампусе. Ссылка сейчас появится в углу экрана, либо вы можете ее найти внизу под видео. Также в греческой мифологии, например, существовала Эмпуса. Это такое создание из свиты темной богини Гекаты. Эмпуса передвигалась на ослиных ногах. Причем одна нога у нее была просто ослиная, а вторая медного цвета. Да, и еще она пила кровь. Так вот, медный цвет тут не зря, потому что в древнегреческой мифологии живые не могут просто так попасть в царство Аида, даже бессмертные боги. Для этого они надевали специальные волшебные сандалии из меди. Ну вот, с одной чертой кое-как разобрались. И стало даже понятно, почему яга не передвигается никогда самостоятельно, а в ступе, помогая себе пестом, либо ее переносят гуси-лебеди. Но есть еще одна странная черта у бабушки. Они часто говорят: лежит баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос. И тут возникает вопрос. Какого размера был домик, избушка у бабушки, или какого же роста была сама бабушка, что она лежит из угла в угол, а носом подпирает потолки? Такое даже Габсбургам не снилось. Так вот, если мы возьмем во внимание утверждение, что яга у нас получается вообще-то мертвец и страж мира мертвых, то придем к выводу, что вообще-то мертвым положен не дом, не избушка, а тесный гроб. И тогда все становится немного понятнее. Но я сейчас через экран прям чувствую возникший у вас новый закономерный вопрос. А какого тогда черта мертвая, полуразложившаяся старуха вообще попала в детские сказки? И тут мы должны перейти к моей любимой части, посвященной погребальным обрядам древних славян и культу предков. Итак, если яга — это покойник, а ее избушка — это гроб, то согласитесь, что конструкция избушки как-то не очень напоминает привычное нам изображение гроба. И у нее есть дверь, и ножки куриные, еще избушка может вращаться этой дверью то к герою, то в обратную сторону. Кажется, что что-то тут не вяжется. Но начнем с того, что привычный нам обряд захоронения, когда тело умершего кладут сначала в гроб, а потом закапывают в землю, появился у славян уже после принятия христианства. И с этим христианством как раз связан. Потому что, согласно христианской религии, очень важно не уничтожить тело умершего при погребении, а сохранить. И когда наступит страшный суд, то все когда-либо умершие души вновь обретут свои тела. Благодаря появлению души физической оболочки она сможет все ощущать в миллионы раз ярче, чем бесплотный дух, и каждому воздастся по деяниям его. Праведники будут блаженствовать в раю еще сильнее, но душам в аду остается только посочувствовать, так как все их страдания усилятся 100 крат. И так уже будет до скончания веков. Как вы понимаете, у славян-язычников до принятия христианства такой мотивации сохранять тело покойного неприкосновенным не было, а скорее наоборот. Дело в том, что языческие погребальные обряды преследовали две основных цели. Итак, первое — это помочь душе умершего как можно быстрее попасть в загробный мир. А вторая — это, соблюдая все меры предосторожности, сохранить связь с душой умершего предка, чтобы в случае необходимости можно было обратиться к нему за помощью. И первой цели достигали путем трупосожжения, кремации. Одним из самых древних текстов, который описывает этот обряд, являются записки путешественника
арабского путешественника и дипломата Ахмеда ибн Фадлана, которые датируются где-то 921 годом нашей эры. В них Ахмед ибн Фадлан, как он выразился, описывает похороны знатного руса на берегу Волги. Этот текст вдохновил уже намного позже художника Генриха Ипполитовича Семирадского на создание одноименного полотна, где как раз этот обряд очень представлен. Картина просто завораживает своей такой мрачностью, дикостью. Сейчас вы увидите эту картину на своих экранах. Вот каким этот древний погребальный обряд предстал глазам арабского чиновника X века. Тело умершего переносили на ладью, где разводили ритуальный костер, в котором труп должен был полностью сгореть. Перед этим еще совершалось жертвоприношение животных, лошадей и собак, а также проводили ритуальные эротические действия с девушкой, согласившейся последовать за умершим, после чего мертвого сжигали в ладье. Во время этого действа кто-то сказал Ахмеду, что, мол, вы, арабы, совершаете глупость, когда оставляете ваших мертвых гнить в земле, чтобы их жрали черви и жуки, и таким образом их души вынуждены очень долго идти в загробный мир. У нас же тело сгорает в один миг, и душа покойного сразу переносится в царство мертвых. Церемонией похорон руководила специальная старуха, которую русы называли ангелом смерти. Подробнее об этом можно почитать в работе Петрухина Владимира Яковлевича, которая называется «Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков». Если точнее, это глава 7. Итак, далее, чтобы сохранить связь с душой умершего, ему нужно было даровать новое тело и новый дом, который бы дух предка использовал, чтобы появляться, когда это нужно, в мире живых. И опять-таки помним про меры предосторожности. Новым телом становилась погребальная урна. Туда складывали пепел, оставшийся после сожжения, угли, какие-то фрагменты костей, которые не сгорели, а затем эту погребальную урну переворачивали вверх дном. Вот это как раз и была одна из мер предосторожности. Так мертвец не мог восстать из праха и свободно расхаживать. Считалось, что это переворачивание запутает умершего. Далее новый дом. Урну, перевернутую в таком виде, ставили в специальный домик, коробочку. Этот домик могли разместить прямо на земле, где предварительно закопали какие-то вещи умершего, например, монеты, оружие, одежды. Либо же частенько такой домик ставили на пень, оставшийся после дерева, у которого корни так торчали из-под земли. Либо же могли размещать этот домик на сваях, в той местности, где были болотистые почвы, либо часто затапливалось. Согласитесь, что такой странный домик на корнях, либо на сваях уже гораздо больше напоминает избушку на курьих ножках. Кстати, по-белорусски гроб звучит как домовина. А что касается двери, в этом домике была дверь, и она размещалась всегда. Это было как табу такое, как священное знание. Обязательно дверь размещалась в противоположной стороне от поселения, где продолжали жить живые, чтобы мертвец, если вдруг он выйдет, он как бы не пошел в направлении поселка. И это очень перекликается с тем, что герой, который пришел с противоположной стороны, из мира живых, должен сначала себе избушку развернуть нужной стороной при помощи специальных магических слов. Кроме того, рядом с такими захоронениями часто могла жить жрица, тот самый ангел смерти из записок Ахмеда ибн Фадлана, которая следила бы, это была женщина либо старуха, которая следила за состоянием могил, поддерживала вот этот ритуальный огонь, который использовали потом для сожжения тел, и совершала погребальные жертвоприношения. Вот уже ряд особенностей яги мы прояснили. Но зачем герою сюда приходить? То есть как вяжется вот эта вся погребальная культура и жрица смерти с тем, что герой приходит сюда, в это место, на границе между миром мертвых и живых, чтобы в баньке его испарили, накормили, напоили и спать уложили. И вот у Владимира Яковлевича Пропа есть на это довольно интересная и логичная версия. Обряды инициации.
антропологи и этнографы давно заметили такую особенность. Практически у всех народов на этапе их существования в виде первобытной родовой общины существовал обряд инициации. Его наблюдали и у американских индейцев. В 20 веке многие исследователи описывали этот обряд у различных племен, которые на тот момент сохранили свой первобытный строй, проживающих в Африке, у племен Южной Америки или на островах Океании. Конечно, у разных народов обряд инициации отличался, но общие, основополагающие его черты совпадали. Итак, обряд инициации ознаменовал переход, эту стадию взросления, превращение мальчика в мужчину. В ходе обряда юношу обучали военному делу, охоте, его допускали к таким сакральным, магическим знаниям. Например, сообщали слова каких-нибудь заговоров на погоду, либо же о проведении каких-то ритуалов на удачную охоту. Часто мальчикам совершали обрезание и готовили к семейной жизни. Об обрядах инициации для девочек упоминается гораздо реже, и считается, что они появились уже позже. И если мы обратимся обратно к сказке, то ведь по сути задача героя или героини сказки тоже взросление. Чаще всего персонаж начинает свой путь с того, что он либо идет против запрета, против воли родителей, либо же сами взрослые выпроваживают ребенка. Например, мачеха выгоняет сиротку, а царь-отец отправляет своих сыновей на поиски, допустим, жар-птицы. Но самой страшной частью обряда инициации была имитация смерти неофита. Это должно было очень ярко символизировать прощание с прошлой жизнью. И дело в том, что посвящаемый в момент этого обряда буквально верил, что он умирает, и затем через какое-то время жрец либо шаман воскресит его вновь. Как добивались этого эффекта? Во-первых, различными природными психостимулирующими средствами, которые добавляли в специальную пищу либо напитки для посвящаемых. Во-вторых, неофитов буквально истязали. Очень жестоко. Юноши и племени в ходе обряда могли жечь раскаленным металлом, шрамировать, делали надрезы на коже и втирали туда жгучие пряности, избивали, вводили под кожу иглы, подвешивали на крюках. У некоторых племен был зафиксирован и куда более лютый способ. Убивали не самого посвящаемого, а его двойника. Им обычно становился пленник из вражеского племени. Тело убитого разделяли на части, которые могли класть сверху на мальчика, проходящего инициацию. Или же пример более гуманного способа, который, однако, является отголоском древнего, кровавого обряда предшественника. Выглядел ритуал так. Люди ложились на землю, изображая мертвецов. Их мазали кровью животных, сверху клали внутренние органы животных, имитируя вспоротые животы. Затем юноши, проходящие посвящение, должны были пройти через эти груды ненастоящих трупов или приползти под телами. В результате инициируемый буквально считал, что он умер и находится в царстве мертвых. Еще тело неофита могли полностью покрывать белой известью либо белой глиной, да так, что даже веки слипались после того, как глина застывала, и человек не мог открыть глаза, что еще добавляло эффекта этого умирания, потому что мертвые не видят живых, как мы помним. А еще белый цвет, он делал умершего неофита невидимым для остального племени. Также была процедура, когда неофиту могли зашивать губы нитью, потому что мертвые не разговаривают с живыми. Когда обряд инициации этого умирания заканчивался, то нити обрезали, а известь либо глину смывали. И это называлось разверзание уст и глаз. Или отверзание уст и глаз. То есть символизировало оживление посвящаемого и возвращение его в мир живых. Матерям мальчиков, которых увели на обряд инициации, могли демонстрировать одежды с пятнами крови, подтверждая то, что их дети сейчас временно умерли. Кроме того, некоторые действительно не переживали такой жестокий обряд.
Но для чего были все эти экзекуции? Во-первых, мальчиков готовили как воинов. Тренировали у них выносливость, лишали страха перед смертью, тренировали послушание и дисциплину. Далее это связано еще и с тем самым культом предков. Когда юноша попадал в царство мертвых, он таким образом мог приобщиться к мудрости и знаниям умерших предков племени. А также еще чаще всего у племени был тотемный зверь-покровитель. И в мире мертвых душа юноши соединялась с этим зверем и получала от него определенные магические знания, способности, силу и так далее. Обратимся теперь вновь к тексту сказок. Там есть такой момент, который чаще всего повторяется во всех историях. Когда Яга говорит царевичу: «А что ты, Иван-царевич, дело пытаешь, аля дело лытаешь?» А герой ей отвечает: «Ты, корга старая, прежде чем меня расспрашивать, сначала накорми, напои, в баньке испарь да спать уложи, а потом уже и расспрашивай». И к моему великому удивлению всегда в детстве, Яга, вот этот магический, могущественный персонаж, вместо того, чтобы задать царевичу трёпку, либо сожрать его, начинает исполнять все то, что царевич потребовал. Но если мы допускаем, что речь идет об обряде инициации, то все становится на свои места. Герой осознанно вступает в царство мертвых, но для этого ему нужно подготовиться. Напоминаю, мертвые не пахнут как живые, они не имеют запаха, они бестелесны, поэтому царевичу нужно испариться в баньке. А кроме того, напиток и пища, они имели сакральный смысл. Помимо того, что я упоминала, что иногда их использовали еще для одурманивания сознания неофита. Дело в том, что во многих культурах бытовало поверье, что пищу мертвых нельзя есть живым, что у мертвых какая-то своя определенная еда, и вот ее ни в коем случае просто так кушать живому нельзя, вот кроме каких-то, может быть, обрядов. Наиболее ярко это отражено в древнегреческом мифе о Персефоне. Когда юную прекрасную богиню Персефону похитил Аид в свое царство мертвых, мать Персефоны, богиня плодородия Деметра, погрузилась в глубокую печаль и скорбь. Все растения вокруг на земле стали чахнуть и увядать, голод и болезни истребляли человечество. Тогда Зевс приказал Аиду вернуть Персефону матери, и тот повиновался. Деметра ликовала, вновь увидев дочь, но счастье ее было недолгим. Она спросила, не ела ли Персефона ничего в мире мертвых, и та ответила, что все это время не принимала никакой пищи, лишь в последний день она решила съесть пару гранатовых зерен. Деметра в отчаянии воскликнула, что дочь ее совершила ужасную ошибку, нарушив правила, ведь живым нельзя принимать пищу мертвых. Теперь Персефоне придется каждый год осенью возвращаться в подземное царство Аида. В это время Деметра вновь тоскует, и все живое начинает умирать. Но весной Аид отпускает возлюбленную на полгода наверх, и богиня плодородия радуется возвращению дочери, а вместе с ней ликует и природа, расцветая и распускаясь вновь. Но вернемся к нашим славянским сказкам. Теперь понятно, почему Яга не съедает героя за дерзость, а наоборот, начинает исполнять все то, что ей перечисляет царевич, потому что это буквально ее прямая задача — подготовить героя к обряду инициации и провести его в царство мертвых. Когда обряд завершался, то юноша, а вернее уже мужчина, возвращался в племя. Там он получал новое имя, как символ того, что вернулся уже новый человек с новой личностью. А также у него появлялось право теперь вступать в брак и владеть собственностью. Но кроме прав появлялись и обязанности взрослого члена племени, например, играть роль охотника либо воина. Но если мы обратимся к финалу сказок, то там происходит примерно то же самое. Герой возвращается из Тридевятого царства, то есть из мира мертвых, а иногда он буквально воскресает из мертвых. Например, очень часто встречается в сказках такой сюжет с изрубанием на части, когда старшие братья в финале завидуют младшему, который едет с богатствами, возвращается к отцу, и изрубают его на куски. А затем какой-нибудь волшебный помощник нашего Ивана-дурачка собирает его эти части тела, складывает, сбрызгивает сначала мертвой водой, чтобы кусочки срослись, а затем живой, чтобы Иван задышал.
И так герой оживает и превращается уже из дурачка в царевича, берет в жены Василису Прекрасную либо Премудрую и получает свои обещанные полцарства в придачу. Таким образом, полностью вступает в роль взрослого человека. Владимир Яковлевич Проб отметил, что, конечно, пока обряд инициации существовал и проводился, сказок о нем не сочиняли, потому что это было очень сакральное и табуированное событие, о нем нельзя было рассказывать. Более того, считалось, что человек, который вернулся после обряда инициации, как бы теряет память, потому что он же вернулся из мира мертвых, и он не помнит, что с ним было там в прошлом, он теперь обрел новую личность. Но шли столетия, и человечество развивалось. Люди перестали заниматься только охотой и собирательством. Они изобрели земледелие, животноводство. У людей стали появляться излишки пищи, которые можно было отложить про запас на случай голода или неурожая. Стали строить более надежные дома, которые защищали от разгула стихий. И таким образом человек меньше стал нуждаться в каком-то тотемном звере или духе предка, а больше полагался на собственные силы и на собственный разум. Тем более, что чаще всего божества и стихии оставались безмолвными и равнодушными. И вот в этот момент обряды теряют свое первоначальное значение, становятся как бы рудиментами, и постепенно они переходят в разряд сказок и легенд. И тут случается такой момент, как перевертыш. Дело в том, что теперь человеку можно было, хотя бы рассказывая историю, отомстить как бы за тот страх и ужас, который когда-то он переживал. Возможно, вы обращали, что часто в сказках хоть яга и хочет изжарить, например, в печи Терешеньку или изрубить на куски Ивана-Царевича, но по итогу это герой совершает с ягой. Словно бы в историях решили отомстить той древней жестокой жрице, которая некогда пытала и истязала юных неофитов. Ну что, вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Пишите, удалось ли мне нагнать жути, было больше страшно или интересно. И обязательно подписывайтесь на мой канал, а то больше половины постоянных зрителей смотрят как-то из-под тишка, шифруясь. Переходите уже на сторону открытых подписчиков. Тем более, что через неделю мы снова с вами встретимся, и я буду рассказывать о новом персонаже русских народных сказок. Можете попытаться угадать в комментариях, о ком пойдет речь. Но у меня все. До новых встреч!